Все эти годы, когда я занимался расшифровкой различных музыкальных клипов, возникали ситуации, когда видео удавалось разгадать полностью, частично или вообще не получалось. Клипы певицы Тейлор Свифт поддавались дешифровке хуже остальных. Удавалось найти лишь некоторые детали, например, извержение вулкана или затмение в Деве, но не более. Со временем я вообще перестал обращать внимание на ее видеотворчество. Расследование продолжалось на основе других источников. Постепенно загадки решались и накапливался все больший багаж знаний о характере и очередности предстоящих событий. Возникали ситуации, когда, не справившись с одним источником, у меня получалось с другим. И уже с этой новой информацией можно было вернуться к материалу, который ранее не поддавался разгадке. Так получилось и с клипами Тейлор Свифт. Недавно я почему-то решил пересмотреть некоторые из них и был удивлен тем, как теперь очевидны и понятны стали те вещи, которые я раньше вообще не замечал. Из всех ее клипов я выбрал для вас самый содержательный и наиболее важный. Некоторые детали из него я уже освещал в своих прежних видео, но теперь появилась возможность увидеть целостную картину. Этот клип несет в себе три слоя. Первый – это официальный, художественный, про бракосочетание мужчины и его воспоминания о его бывшей возлюбленной, а также о ее месте за отвергнутую любовь прямо на свадьбе. Второй – это религиозный слой. И третий – это слой предупреждений о предстоящих катастрофических событиях. Клип начинается с того, что мы видим жениха, которого специально изобразили так, чтобы он давал отсылку к жениху из Библии, а именно к Христу. Понятно, что под девушкой, которая будет изображать невесту, будет подразумеваться церковь. А все приглашенные на свадьбу гости – это паства. Обратите внимание, что все на этой свадьбе, абсолютно все выдержано в белых тонах, чтобы подчеркнуть, что это сфера влияния Христа или Бога. Вот в этой сцене четверо мужчин в уборной изобразили 4 основных мировых религии. Но раз есть Бог, значит есть и дьявол. И вот его в этом клипе играет сама Тейлор Свифт. Она всегда будет в красном. И все события, осуществляемые ею, а также то, что будет попадать под ее влияние, также будет окрашиваться в красный цвет. Она внедряется на эту свадьбу под видом обслуживающего персонала. То она официант, то тамада, то няня, то музыкант и так далее. Во время застолья она делает подарок церкви невесте. Красный шарф, который теперь на шее невесты. Понимаете? Это удавка, аркан, поводок. Отсылка к тому, что современная церковь уже находится или будет находиться по этому плану под контролем дьявола. Вот также сцена, где она, дьявол, свергает, валит фигурку жениха Христа или Бога, кому как нравится. И невеста церковь остается в одиночестве, готовая к захвату. Такой же прием использовался и в другом источнике. Вот еще характерная сцена, где дьявол-искуситель пьет с детьми именно яблочный сок из красного яблока. Отсылка к запретному плоду. Смотрите на рисунок на коробке. Короче говоря, вся эта песня исполняется от лица Люцифера, падшего ангела, и адресована самому Богу. Некогда влюбленный в Бога и приближенный к Нему, он был низвергнут на землю в заточение, и теперь с разбитым сердцем и в обиде жаждет мести. Точно такую же информацию мы можем увидеть на обложке вот этой группы из Калифорнии, чьи некоторые другие обложки я вам уже показывал.
Теперь перейдем к слою событий. Тот, кто смотрел мои прошлые видео, уже знает, что в клипе есть отсылки к затмению в Деве, состоявшегося 25 октября 2022 года, и которая служила главным маркером во времени, на который необходимо было ориентироваться, чтобы понять, в каком году и в какой части года начнутся катастрофические события. Как это уже часто было, затмение изображается при помощи круглой люстры со свечами, а Дева движется по шахматному масонскому полу, дающему отсылку к звездному небу. Вот здесь затмение в Деве показано еще более откровенно. Далее, конечно же, есть отсылка к вулкану. Когда он в состоянии покоя, это торт, а его извержение покажут при помощи платья певицы. Обратите также внимание на цифры на вершине вулкана. Там нет иных чисел, кроме тех, которые составляют коды 239, 911 и 13. Повторюсь, код 239 – это код применения ядерного заряда. Плутониум-239, оружейный плутоний. Код 911 – это код предупреждения о потопе. Смотри значение числа 911 в номерах Стронга греческой Библии. А число 13 в номерах Стронга еврейской Библии означает уничтожение, разрушение. Итого мы имеем четкое и понятное послание на вершине торта вулкана. Уничтожение ядерным взрывом и потоп. После такого взрыва Гавайи сами затонут, да еще и цунами создастся. Кстати, именно потому, что число 13 в этих шифровках означает уничтожение и разрушение, мы можем видеть, как в другом музыкальном клипе этой певицы ей на руку нанесли эту цифру. Зачем? Все просто. Ее рука в данной сцене изображает созвездие Скорпион. А именно там, над рукой Скорпиона, сейчас и находится комета Леонард, которая должна разрушиться, уничтожиться взрывом и породить вспышку с разлетающимися во все стороны осколками-метеорами. После того, как нам показали вулкан при помощи торта, идет сцена, где Тейлор бьет рукой по торту и вырывает из него кусок, обнажая его красную начинку. Я раньше не мог понять значение этой сцены. Да, конечно, было ясно, что это связано с извержением, но его покажут далее в этом музыкальном видео и, как положено, более масштабно. Но время ответило на этот вопрос. Процесс вырывания этого куска изобразил извержение гавайского вулкана Мауна-Лоа, которое началось 27-28 ноября 2022 года, а позднее затихло. Идем далее. Нам показывают певицу в образе гавайской богини вулканов Пеле, прямо напротив торта вулкана. Так же, как и в клипе других исполнителей, которые я уже разбирал. Тот, кто внимательно смотрел мои видео, знает, что перед окончательным взрывом вулкана обязательно должна быть вспышка, взрыв кометы. Именно такой порядок они всегда и везде показывают. И вот, сидя напротив вулкана, она начинает процесс показа пошлой шутки детям. Я еще вернусь подробнее к этой сцене. Жених, понимая, что сейчас произойдет, начинает двигаться в ее сторону, чтобы остановить. Но тут внезапно на его пути возникает фотограф со старым фотоаппаратом. Бабах! Вот она, та самая ослепительная вспышка, тот самый взрыв кометы Леонард. Жених ослеплен. Нам уже известно из их сообщений, что во время этих событий произойдет явление Антихриста. Вот и он, Люцифер, несущий свет, появляется на фоне этой вспышки в белом платье, которое теперь вместо торта будет изображать вулкан. Мы также знаем, что именно после вспышки произойдет взрыв вулкана. Вот нам в ту же секунду очень быстро показывают, как белые розы на белом платье резко раскрываются, обнажая свое огненно-красное нутро. Причем это происходит с ними по порядку, цепочкой.
Это отсылка к активации детонаторов множественных зарядов для мелких вспомогательных взрывов. Точно так же, как это происходит при взрывах на карьерах. И точно так же, как это было при сносе башен-близнецов. Платье вулкан мгновенно окрашивается в огненно-красный цвет, изображая мощнейшее извержение и лаву. Все на свадьбе начинает окрашиваться в красный цвет. И еда, и подарки, и интерьер. К власти приходит антихрист. Очень показательный момент. С горы покрасневших цветов, изображающих извергающийся вулкан, как и в клипе Кэти Перри, масонская рука в белой перчатке срезает последнюю белую розу. Сразу же показывают надутый красный шар. Давление в вулкане достигло предела. И все та же рука в белой перчатке протыкает его иглой. Происходит взрыв вулкана, о котором я вас постоянно предупреждаю. Вот кадр, в котором они изобразили этот последний взрыв. Так как после взрыва Гавайев образуется цунами, нам это тоже показали. Чтобы увидеть это цунами, необходимо посмотреть один из моментов клипа в реверсе. Звук я наложил свой. Смотрите. Точно такой же способ и для той же цели был использован в клипе Леди Гаги 911. Я вам уже показывал. Кстати, первая обложка журнала «Экономист» в 2023 году вышла с изображением цунами, замаскированным под волну ковида в Китае. Цунами станет символом года, так сказать. Показали ли они в этом клипе дату начала катастрофы? Я считаю, что да. Вот моя версия. Смотрите. Когда она игралась с детьми, она начала показывать им фокус с шляпой-цилиндром. Как вы думаете, что она достала из шляпы? Ну, конечно же, кролика, только кровавого. То есть речь о времени, когда кролик только выскочит из шляпы. Это указание на начало года кролика, первый день которого 22 января. А вот вам и свежая обложка «Экономиста». Вот еще. А вот другое издание. Теперь мне понятно, почему во всех их шифровках, предупреждениях они показывали и тигра, и кролика. Видимо, катастрофа начнется на рубеже этих двух годов китайского календаря. Вот еще хороший пример для подтверждения этой версии из другого музыкального клипа этой же певицы. Я уже касался этой сцены, когда указывал на зашифрованное здесь солнечное затмение в Деве с максимальным приближением к нему Венеры для нашей точки наблюдения в год Тигра. Но я не мог понять, зачем на ней и на других грабителях была одета маска кота. Единственное, о чем я подумал, что и тигр, и кот – это семейство кошачьих. И больше не обращал внимания на этот факт. А теперь все стало на свои места. Дело в том, что следующий за годом тигра 2023 год, китайский год кролика, нестандартный и одновременно является годом кота. Еще раз, у них это и год кролика, и год кота. И что же происходит в это время при переходе из года тигра в год кота? Помимо тех событий, о которых я вас предупреждаю, они в этом клипе тоже показаны. Мы видим ограбление банка. Это отсылка к тому, что при начале катастрофы люди потеряют свои банковские сбережения. Сгорающая в ее руке пачка долларов. Также она берет еще одну пачку, подбрасывает ее в воздух и бьет по ней битой. Пачка разлетается в клочья. Обратите внимание, что при этом ограблении, в отличие от бумажных купюр, золотые слитки остаются нетронутыми, аккуратно сложенными в целости и сохранности.
Теперь самый важный момент. Я уже много раз показывал вам, как они акцентируют внимание на 3 единицах. Вот примеры. Что они могут означать? Я предполагаю, что дату начала первого масштабного события из серии этих катастроф. К сожалению, на протяжении своего исследования я не додумался до одной очень простой вещи. Большинство людей, которые стоят за созданием внешнего оформления этих сообщений и предупреждений в виде продукции шоу-бизнеса, являются иудеями. Это можно понять по их именам и фамилиям. А значит, календарь, на который они ориентируются, не стандартный григорианский, а еврейский. Это библейский календарь, который основывается на новолуниях и Торе, и чей год начинают отсчитывать в марте-апреле, с первого месяца Нисан. В соответствии с этим календарем сейчас 10-й месяц Тевет, а 11-й месяц Шват, его первое число, или иными словами 3 единицы, начнется на закате 23 января и закончится на закате 24 января по иерусалимскому времени. В США в этот момент будет 23 число. То есть как раз тогда, когда начнется год кролика по китайскому календарю, его второй день. И опять мы имеем отсылку к вездесущему числу 23. Напомню вам кадр из фильма «Отряд самоубийц», где есть специфическое указание на 23 число. Также интересный факт, что этому 11-му иудейскому месяцу Шват соответствует созвездие Водолей, на котором было проакцентировано внимание вот в этом очень богатом на предупреждение музыкальном клипе, а также в фильме «Замысел». Здесь Водолей говорит: еще не поздно, поздно будет, когда солнце на западе взойдет. Но дело в том, что именно на западе, в финальной сцене Козла, светит солнце. И это не солнце на самом деле, как я вам уже объяснял, а вспышка и свечение от взрыва кометы Леонард над рукой Скорпиона. И именно поэтому нам показывают, как из этого свечения на Землю летят осколки-метеоры. Кстати, в этом фильме «Замысел», в сцене, где показано предупреждение о падении осколка метеора на Нью-Йорк, персонаж говорит фразу о ноябре. Ноябрь – это 11-й месяц по григорианскому календарю. Так может, это тоже была завуалированная отсылка на 11-й месяц не григорианского, а еврейского календаря? Время покажет. Даже в самом названии мультика, помимо знака близнецов, сокрыты 3 единицы. Также, как я вам уже показывал в расшифровке, здесь изобразили созвездия Змей, Змееносец и Щит. Причем щит облили кровью, чтобы он стал красным. То есть получился красный щит. А кто носит такую фамилию Красный Щит? А вот теперь с этой информацией возвращаемся к сцене, где дьявол показывает пошлую шутку детям. Это первая единица, вторая единица и третья. А на ее пальце, как и в козле, одет перстень, напоминающий щит, с надписью «Красный».